Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите блог ЖД-фотографа, я его ведущий Игорь Абросимов. Сегодня меня занесло в город железнодорожный. Это населенный пункт прямо рядом с Москвой, буквально в получасе езды от Курского вокзала. В принципе, здесь нет абсолютно ничего интересного, кроме моторвагонов депо. Однако все спасает завод «Роквелл», который производит утеплительные материалы. У них есть тепловоз ЧМ-2. Машина очень редкая. Это тепловоз из 50-х годов. В принципе, таких тепловозов было построено довольно мало. И уж, конечно, до наших дней в действующем состоянии дожили считанные единицы. В частности, вот эта машина под номером 280, а также два тепловоза этой же серии в Балашихе. Конечно, по железнодорожным музеям распихано достаточно тепловозов серии ЧМ-2. Однако увидеть их в действующем состоянии можно далеко не везде. Очень удачно я попал на маневры. И сейчас вы все сами увидите. И посмотрите на этот крутой, редкий тепловоз в действии. Погнали! Но прежде чем перейти к самому интересному, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик и оставьте какой-нибудь комментарий. Это нужно не мне, а Ютубу, иначе он не будет продвигать мои видео, и их никто не увидит. Заодно и спрячем здесь призовую карточку. Я думаю, никому не составит труда приехать в Железку и найти ее. Вот он, наш товарищ ЧМ-2, прямо мне за спиной. Вытаскивает вагон из подъездного пути. Посмотрим же, как шикарно он проезжает мимо нас вместе с своими вагонами. Полюбуйтесь, какой он крутой зеленый, как он тарахтит. Этот звук ни с чем не спутаешь. Балдежный тепловоз. Вот он встал, чтобы отцеплять вагон. Или я не знаю, что он там будет делать сейчас. Просто послушайте этот восхитительный звук. Это просто какой-то рай для ушей. Это бубнение, тарахтение тепловоза ЧМ-2. Оно такое же, как ЧМ-3. Но только вы смотрите на него и видите, какой он маленький и миленький, этот тепловоз. А какой у него запах, его точно ни с чем не спутаешь. Это самый настоящий такой дизельный тепловозный крутой аромат, который вы все так любите. Минутка сухих фактов. Тепловоз ЧМ-2. Чехословацкий, маневровый тепловоз с электрической передачей и осевой формулой 2020. Года выпуска с 1957 по 1965. Построено 522 тепловоза. Кстати, работали не только в России, но и в странах Восточной Европы. Под другими марками. Но это был тот же самый тепловоз. Кстати, машина номер 280 построена в 1963 году. То есть ей через пару лет будет аж целых 60. Просто представьте, насколько хорошо здесь следят за этим тепловозом, что он без проблем продолжает работать. Хотя, с другой стороны, пробеги у него небольшие, что он только с завода выезжает и заезжает обратно. Но все равно, завод «Роквелл» получает от меня супер лайк. Прямо сейчас за то, что они сохранили этот крутой тепловоз. Надеюсь, он еще долго проработает. Если решите снимать этот тепловоз, лучше делать это в пасмурную погоду. Полюбуйтесь, что получается, когда солнечно, и тепловоз закрыт с одной стороны вагонами. К нему никак не подобраться и приходится снимать в полнейшей контре. Конечно, я кое-как вытянул эту фотографию в фотошопе, но все равно это не подарок. Самая хорошая фотография получилась, когда тепловоз ехал уже без вагона. Здесь все просто прекрасно. Если хотите сделать много крутых снимков, приезжайте сюда лучше по осени или просто выберите пасмурный денек.
чуть не забыл про призовую карточку. Сегодня у меня для вас зеленая ED2T. Уже таких ED-шек и не осталось давно, все поперекрашивали свой уродский красно-серый. Ну что ж, положим эту карточку прямо здесь на переезде под Рельсино. Посмотрите сами, как это выглядит. Вот и все. Кто найдет эту карточку и пришлет мне видео с тем, как он ее вытаскивает, получит крутой набор открыток. Это мой фирменный. Такой вы больше нигде не найдете. А на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на этот уникальный тепловоз. Больше вы такого нигде не увидите. Хотя, если вам известно, где еще работают тепловозы ЧМ-2, кроме железнодорожного Балашихи, обязательно пишите в комментариях. Мне будет интересно тоже об этом узнать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если по какой-то, совсем уж непонятной причине вы этого не сделали до сих пор. И обязательно посмотрите вот эти крутые видосы, которые я так старался снимать для вас. Надеюсь, вам понравится. До новых встреч, спасибо за просмотр.